Всем привет! Не так давно на своем канале я рассказывал про бюджетную модель проводных наушников от компании SIMGOT под названием Shark или EW100P. Ну а в сегодняшнем видео мы посмотрим на следующую модель их новой линейки EW200, которая также имеет альтернативное название Maze и официальную сертификацию Hi-Res Audio. По-хорошему, обе этих моделей даже внешне имеют определенные сходства. Только вот корпуса 200, в отличие от младшего собрата, полностью выполнены из металла. И получается такая картина, что по внешке нам предлагают нечто среднее между самой младшей 100-й моделью и старшей 500-й, ведь форму взяли из первых, а материалы применили из второй. В комплект поставки наушников SIMGOT Maze также положили более дорогой по ощущениям провод, который, конечно же, далек от совершенства, однако выглядит на порядок лучше такового в младшей модели. На одном конце нас встречают стандартные двухпиновые коннекторы на 0,78 мм, а на другом все тот же Г-образный пластиковый мини-джек на 3,5 мм. Сам кабель двухжильный, мягкий и покрыт полупрозрачной белой оболочкой. Я понимаю, что подобные аксессуары обычно советуют заменить на более дорогие, однако лично я привык тестировать стоковый комплект. Единственное, что я считаю приемлемым менять во время такого тестирования, это амбушюры, которые, если не подойдут по посадке, могут дать совершенно неправильную картину восприятия. Нюансы же, связанные с кабелем, в особенности в данной ценовой категории, обычно не так сильно искажают изначальную задумку производителя. Тем не менее, насадки из комплекта, как и в случае с младшей моделью, оказались вполне годными. Я бы даже сказал, что это те же самые. Их менять не пришлось. Наушники сидят в ушах отлично, пассивную шумку амбушюры обеспечивают. Из дополнительных аксессуаров в комплект положили небольшой тканевый мешочек для хранения, что вроде бы на первый взгляд и мелочь, но хорошо, когда есть где хранить свои наушники, по крайней мере на первое время. По аппаратной части за звучание здесь отвечают 10-мм динамические драйверы с двойной магнитной системой. Похоже на то, что здесь применили ту же схему, что и в старшей модели EA500. Наушники обладают импедансом в 16 Ом, чувствительностью в 126 дБ и способны работать в эффективном диапазоне от 20 до 20 тысяч Гц. И я не зря здесь упомянул 500-ю модель. Тот, кто смотрел обзор на нее или же просто в теме, что из себя представляют данные наушники, смогут понять ход моих дальнейших мыслей. Дело все в том, что SIMGOT EA500 могли похвастать двойной АЧХ, двойной звуковой настройкой, которая достигалась за счет смены сопел звуководов, что шли в комплекте с устройством. Там был красный и черный цвет уплотнителей. Так вот, как мне показалось, одна из этих настроек как раз таки и была применена в EW200. По крайней мере, многое, что я услышал в звучании этих SIMGOT Maze, очень мне напомнило вариант 500 модели с применением красных звуководов. Данные наушники выдают более естественные низкие и высокие частоты с легким прогибом в середине, без чрезмерных приукрас на низах. Звучание имеет приятный объем, хорошую ширину и глубину сцены и в целом ощущается атмосферным, живым и теплым. Середина при этом хоть и имеет тот самый прогиб, но на второй план не уходит. Инструменты и вокал слышно прекрасно, однако даже при таких настройках я бы не сказал, что наушники басхедные. По-хорошему я бы назвал это звучание околомониторным, потому как все частоты здесь находятся на своих местах и прекрасно между собой взаимодействуют. Ничего не выпирает и не перетягивает на себя излишнего внимания. Получается такая целостная звуковая картина, с которой можно прекрасно работать в дальнейшем, если захочется поиграться, к примеру, с эквалайзером. Несмотря на то, что частотная кривая далеко не басхедная, как я уже говорил, низкие частоты здесь слышно хорошо. Их тут без перебора, оттого и при прослушивании музыки ты ничего не теряешь из вида. Отдельным пунктом хотелось бы отметить хорошую отстройку высокочастотной составляющей, которая, несмотря на единственный в конструкции динамический драйвер, позволяет уловить хорошую детализацию. Но самое, наверное, интересное в такой картине то, что наушники в итоге получились мультижанровыми и универсальными. В них можно послушать практически любую музыку и при этом не остаться разочарованным. Кстати говоря, младшая модель EW100P имеет совершенно другой характер, о чем я также говорил в своем обзоре. Она заточена больше на инструментал, как собственно и одна из АЧХ в 500 модели с применением черных звуководов. И вот совершенно невольно в моей голове после прослушивания трех этих моделей из линейки сложилась такая картина. SIMGOT сначала выпустили 500-ю модель, а затем разделили ее на две разных, 100-ю и 200-ю, с теми же самыми настройками, что имеется у старшего брата.
Таким образом, мы получили 3 модели, последняя из которых сочетает в себе качество двух предыдущих. И в сухом остатке у нас получается, что теперь есть вариант для инструментала с большей детализацией по верхам и середине, вариант для любителей мультижанрового универсального звучания или же сразу 2 в одном на более широкую аудиторию. Возможно, что я в своих догадках и ошибаюсь, и ничего подобного здесь нет. Однако, имея на руках все 3 эти модели, я понял задумку производителя именно так. Но в любом случае это лишь мое мнение, и окончательный выбор, как всегда, остается только за вами. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию, и до встречи в следующих моих обзорах. Пока-пока.